Привет всем! В этом видео я сделаю обзорчик и продемонстрирую электронную нагрузку. Вот мне пришла посылочка абсолютно новая, запечатанная. Вскрываем и смотрим, что здесь внутри. Вот так китаец придумал ее запаковать. И внутри вот это наше само устройство. В комплекте идет переходничок под евророзетку, блок питания, там инструкция. Вот она, все на китайском. Но в принципе, я думаю, разберемся, ничего страшного. Упакована надежно, картонная коробка, по кругу везде спененный полиэтилен какой-то, уплотнитель. В общем, все пришло в целости и сохранности. Здесь у нас еще пакетик. И вот наша сама нагрузочка. Здесь стоит MOSFET. Нагружать можно до 150 Вт, но я не буду тестировать на максимум, мне не нужно. Я буду проверять блоки питания, и также можно замерять емкость аккумулятора с помощью вот этой штуки и тестировать провода для зарядки. Там какие-то сумасшедшие нагрузки давать я не буду, поэтому думаю, у меня этот прибор проживет долго. Если, конечно, нагружать там большим напряжением, 100-200 вольт, давать большие нагрузки, то MOSFET деградировать будет со временем, но его можно будет потом заменить. Ну, у меня нагрузки большие не планируются. Чтобы запустить этот прибор, нам нужно подать питание на него. Вот сзади есть разъемчик. Питание у нас идет, здесь написано 12 вольт. И в комплекте также у нас идет блок питания на 12 вольт, скорее всего 1 ампер. Да, так и есть. Вот, с помощью переходничка мы включаем, но у меня уже в удлинителе есть свой переходничок, надежный такой. И мы подключаем. Вот, когда мы подключаем, у нас загорелся дисплейчик с зеленой подсветкой. И на нем отображаются параметры напряжения, амперы это ток, ватт мощность, температура, емкость. То если замерять емкость аккумулятора, ватт-часы, это за промежуток времени, например, сколько было потрачено энергии, и время, то есть идет подсчет времени работы. И на нагрузке у нас есть разъемы для подключения, micro-USB, USB Type-C, mini-USB, USB, разъем 5,5 и контакты для подключения можно просто проводами. То есть с помощью вот этих разъемчиков мы можем диагностировать блоки питания, можем диагностировать и проверять провода для зарядки, кабели с разными разъемами. Можем тестировать блоки питания для ноутбуков. И также мы можем подключать сюда аккумуляторы и тестировать их на нагрузку, то есть держат ли они нагрузку, и замерять емкость аккумуляторов, потому что здесь есть счетчик ампер-часы, то есть полностью там разрядив аккумулятор, ну не полностью, до какого-то напряжения, также здесь можно выставить это напряжение и тем самым замерить емкость аккумулятора. Ну и сейчас я продемонстрирую, например, у меня есть китаец прислал блок питания, по характеристикам написано 12 вольт 5 ампер, но на самом деле здесь внутри фуфло какое-то засунуто, то есть корпуса ставят вот такие хорошие, наклеечки тоже хорошие, но если мы его включим и проверим, то на самом деле там внутри, скорее всего, какой-нибудь 1 амперный, либо 2 амперный маленький блок питания, и он не соответствует вообще заявленным параметрам. Вот я его подключил, без нагрузки он выдает 12,4 вольта. И я начинаю нагружать блок питания. Два регулятора есть. Один регулирует ток, а это уже тоже ток, но тонкая регулировка, то есть можно по маленькому значению добавлять. И мы нагружаем, вот мы видим 1,5 ампера, блок питания 12 вольт еще держит. И если начинаем увеличивать, вот до 2 ампер уже напряжение проседает, но 2 ампера можно сказать, что держит. 2,5 подали, напряжение упало до 9 вольт, уже все. То есть напряжение упало, то есть он не держит даже 2,5 ампер, потому что при таком токе у нас напряжение упало, хотя должно быть 12 вольт, даже если мы вот
добавляем нагрузку 3 ампера, все, он уже в короткое ушел, напряжение вообще не выдает. То есть это будет фуфловый блок питания, и как раз с помощью вот этого устройства можно доказать, например, если вы открыли спор на AliExpress, то заснять параметры, которые выдает этот блок питания, и открыть спор, и отсудить, вернуть свои деньги, потому что часто китайцы высылают вот такое вот фуфло, которые еле-еле выдают 2 ампера, хотя заявленная характеристика 5 ампер, и платите вы за 5 ампер, но на самом деле здесь мусор. Вот так вот китайцы обманывают, поэтому с помощью вот этого устройства можно доказывать, что китаец прислал вам брак. И теперь я покажу, как он настраивается, какие функции здесь есть. Ну, в общем, по меню пройдемся. Потому что настраивается здесь этот весь прибор с помощью одной кнопки, что очень неудобно. В принципе, приловчиться можно, но когда вы первый раз его в руках держите, то это геморно, нужно клацать, вот эти параметры. Ну, в принципе, китайцы пожалели кнопок. Если было 3 кнопки, то было вообще замечательно. Но приходится все настраивать одной. В общем, однократным нажатием мы перелистываем экраны, то есть значения. Они, в принципе, там похожи, отличаются по отображению, то есть расположению строчек, где в каком месте. На первой странице у нас отображается крупными цифрами напряжение и ток. Вот у нас вольты показывают и амперы. И дальше у нас уже мощность в ваттах, ампер-часы, температура, ватт-часы и время. Это все можно сбрасывать. Например, если мы двойным нажатием мы сбрасываем ампер-часы, 3 нажатия сбрасываются ватт-часы, и если зажать и удерживается, у нас полностью все сбрасывается, все значения обнуляются. Второй дисплей показывается все то же самое, только в другом расположении, то есть у нас уже напряжение и ток идет одним над другим. Это, в принципе, сделано кому как нравится смотреть. Здесь все значения маленькими цифрами обозначаются. Здесь у нас на китайском языке значения. Дальше мы переходим к настройкам. BL это у нас постоянно on включено. Это подсветка у нас экранчика зеленым цветом горит. По умолчанию настройки у нас он горит. Можно выключать ее полностью, а можно, чтобы она сама выключалась через выставленное время, там до 60 секунд. Чтобы отрегулировать, мы 3 раза нажимаем кнопку. Вот у нас время 59 секунд. И можно нажатием уменьшать до 0. Вот подсветка выключилась. О, горит. Чтобы включать 2 раза, кнопку нажимаем. Это у нас на увеличение. То есть мы удерживаем, у нас увеличение до on, до максимума, постоянно включено. Чтобы уменьшать, мы 3 раза нажимаем. И потом при нажатии, вот, например, мы остановились 41 секунда. Чтобы уменьшать, 3 раза нажимаем и потом удерживаем. Чтобы увеличивать, 2 раза нажимаем и потом удерживаем, будет увеличиваться. Ну, по умолчанию я оставлю он, как и было по заводу. Следующая настройка – это максимальное напряжение 150 вольт. Его можно также уменьшить, то есть выставляем нужное напряжение максимальное. Если напряжение будет подаваться выше, то устройство не будет подавать нагрузку и будет зуммер пищать. Вот здесь динамик маленький находится, и устройство начнет пищать. Сейчас я перейду назад к этому меню. Вот оно. Чтобы уменьшить, мы 3 раза кнопку нажимаем, и затем можно удерживать, оно будет листать вниз. Если увеличивать нужно, 2 раза нажимаем кнопку, значение увеличилось, и при нажатии оно будет уже увеличиваться. Вставляю также по заводу 150 вольт, то есть это максимальное напряжение. Следующая настройка – это минимальное напряжение. 0 вольт стоит, и также 2 раза нажимаем. И оно запищало. С вот этим будьте аккуратны, потому что у нас прибор пищит. Ему не нравится, что минимальное значение у нас может быть 0,1 вольт. Сейчас я подам. Вот оно угомонилось. 0,1
вольт. Минимальное напряжение мы выставили, и прибор начал пищать, потому что не подается никакого напряжения, и он ругается на это. То есть здесь мы можем выставлять минимальное напряжение, которое может быть подключено и до какого разряжаться. Это напряжение нужно для того, настройка, чтобы если вы, например, хотите разряжать аккумуляторы с помощью этой нагрузки, и чтобы аккумулятор не разрядился полностью, то вы получаете, задаете нужное напряжение, например, 2,7 вольта. И когда аккумулятор разрядится до 2,7 вольт, например, литий-ионный 18650, то нагрузка отключится и не будет его разряжать дальше до нуля. Поэтому этот параметр как раз вот здесь и выставляется. Но будьте внимательны, например, при установке, чтобы прибор не вошел в ошибку. Например, вы выставите, сейчас я вам покажу. Для увеличения нажимаем 2 раза и увеличиваем напряжение. Например, там до 15,5 вольт. Вы настройки эти сохранили, отключили питание, и у вас нагрузка показывает, что напряжение ниже и сигнал тревоги идет. То есть даже если вы его выключите, вот выключили, включите заново, и у вас прибор орет, и вы эти настройки сбросить не сможете, когда вот такая сигнализация идет. То есть вам нужно будет сначала подключить питание, но если вы выставите сильно большое значение, у вас не будет блока питания, например, на 24 вольта, как у меня, что я могу подключить питание, сигнализация отключилась. Так, вот. Сигнализация отключилась, и я теперь могу эти настройки уменьшить. Но если бы у меня не было блока питания на 15 вольт, было бы только на 12, а я здесь наклацал 15,5, то я бы не смог уменьшить вот эти значения, и тогда бы оно все время пищало, пришлось бы искать блок питания. Убрал я значение на 0, вот, теперь оно пищать не будет. Следующий параметр – это максимальная сила тока, 10 ампер стоит, то есть максимум, который мы можем сюда ток подать. Можно уменьшать это значение, выставляем нужную, например, там 2,5 ампера. И вы больше 2,5 ампер здесь накрутить не сможете, потому что выставлена здесь настройка 2,5. То есть вы можете обезопасить, например, аккумуляторы, чтобы не перегрузить нагрузкой случайно, либо не спалить блок питания. То есть мы выставляем ограничение по току. Вот, максимум у нас 10 ампер стоит. В общем, следующее у нас это мощность. Так же само настраивается. 2 раза нажали, у нас идет на увеличение. 3 раза нажали на уменьшение. По умолчанию там по заводу стоит 150 Вт. То есть мы вот сейчас добавим по максимуму 150 Вт и оставим вот так вот, как было. И все. Это, в принципе, все настройки. Уже потом дисплей идет. Экранчик заново показывает. То есть напряжение и ток. Вот так работает и настраивается данный прибор. Ссылочку на него оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.